Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Знаки судьбы. Лето 2025. Что вам по судьбе? Давайте узнаем, как все обернется или что будет неожиданно. И я не останавливаюсь надолго по планетарным транзитам, а приглашаю вас на свой сайт. Все ссылки я оставлю в описании под видео, поскольку у меня есть и на июнь месяц астрологический прогноз, то есть с чего начать, да, будем говорить, и до конца года вы можете перейти и прочитать, какие там транзиты будут нам помогать, что нам нужно учитывать. И кому будет интересно, тот информацию дополнит. Мы же с вами, у нас сегодня 2 колоды карт. Мы посмотрим посредством карт, как, допустим, как альтернативный вариант развития событий, просто достанем на колоде ангелов 6 карт, и вторая у нас колода 78 дверей, по сути это метафорические карты, мы раскроем каждую позицию в отдельности. И не ставим конкретных сроков, потому что хоть и объединяет нас всех общий знак зодиака, а судьбы у всех разные, правда? Давайте узнаем, какие важные судьбоносные события вас ожидают в ближайшее будущее. По сути дела, 3 месяца, мы уже на пороге июня. Возможно, это будут как новости или информация, решение конкретного человека или ваше решение по какой-либо ситуации, которая изменит вашу жизнь, а то и изменит вас самих. Итак, 6 карт. Знаки судьбы. Первый знак судьбы. С чем это связано? Второй знак судьбы. Что случится или произойдет в ближайшее время? Может и правда какая-то откроется для вас. Какая-то новость придет, которая все расставит по местам. До этого была путаница, а тут все будет четко ясно. Энергии июня, они очень добрые. Нам этим временем всячески рекомендуют воспользоваться. Итак, давайте будем узнавать. У нас 6 карт. Первый знак судьбы. Или подсказки карт, будем говорить так, на лето 2025. Может быть, у кого-то, вот посмотрите, предстоит словно на что-то решиться. Карта будет говорить о том, что ну вот просто пауза. Хотя я должна сказать, вам это может даже понравиться, потому что доброе небо июня для нас создает благоприятное время себя не тормошить. И правда, когда нам отдыхать, как не летом? Ну, давайте так откровенно скажем. Но это, знаете, это еще то время, когда мы должны продумать свои перспективы или чем мы будем заниматься. Вот посмотрите, как будто ангел парит вверх ногами, но и часы-то песочные, они тоже перевернуты, словно время остановилось. И прописана конкретная пауза. Однако тут прописано еще и такое слово, как значение альтруизм. Поэтому, с одной стороны, это вы можете кому-то помогать, может быть, длительно. Возможно, это будет какая-то тема, которая касается семьи или ваших взаимоотношений, когда не хочется убыстряться, а вот именно хочется расслабиться. Я такое вполне могу предположить. Но, знаете, все-таки вот это значение альтруизм, как-то бы с ним не переборщить. Хотя вполне вероятно, кто-то к вам откликнется на помощь. И именно дружеское какое-то, ну, как поддержка может быть дружеская, или дружеское сочувствие по тому или иному вопросу. Давайте узнаем, с чем это вообще связано. Кстати, это старший аркан. Но нам говорят, не торопись. А смотрите, тут у вас на кону какая-то победа серьезная. Победа в изучении, может быть, новых наук, 6 мечей. Это карта заслуженного успеха. Любая 6 – это победа. Ну и правда, вот есть такая поговорка: спешка нужна при ловле блох. Похоже, вот можем применить, мои дорогие овны. Тут есть какое-то дело, задумка, цель, которую вам нужно выполнить именно, ну, может быть, как каллиграфически. Или изучить что-то вместе с тонкостями, деталями, инструкциями. И у кого-то это напрямую может касаться как новый вид деятельности, может быть, работа в интернет, или когда вы запускаете новый проект. Понятно, тут внимание к деталям просто необходимо. Вот есть то, что для вас
будет означать перспективу, карта заслуженного успеха. Это не сегодняшний успех, который завтра пришел к нам на порог. Нет, это то, что мы будем планомерно выполнять, развивать, как наше детище, и в конечном итоге этот успех, причем такой продолжительный, который не заберет никто. Он у вас обязательно будет. Действительно какая-то детализация, когда себя нужно не просто создать профессионалом, а еще учесть какие-то тонкости. Для кого-то из вас это может быть конкретно, иногда та карта проигрывается, она говорит о переезде, потому что по шестерке мечей это конкретно пространство, вот как эфир, интернет, но и по километражу пространство, вселенная. Может быть, какая-то поездка, к примеру, ну вот тот же самый отдых, или пусть это другие цели, но перемещение по этой карте точно так же проходит. И может быть, даже если вы оказываетесь в другой местности, среди других людей, то тоже важно не торопиться. С одной стороны, все подмечать, с другой стороны, быть правильным, может быть, и понятым. Но эта карта, ну, где-то совершенно не в ваших энергиях, потому что тут нет никакой горячности, и уж точно тут нет никакой спешки. Здесь подразумевается какой-то первый очень важный шаг и последовательное настойчивое действие. Либо изучение, либо работа, либо есть какая-то задумка, проект, которому вы будете посвящать, ну, наверное, внимание или время без его подсчета. Что же это еще? Как знак судьбы. Ну, правда, посмотрите, это то, что буквально вас ведет в будущее. Тройка жезлов – это у нас карта будущего. И это, кстати, рост вашей популярности. Недаром у нас маяк. И вполне вероятно, знаете, это вы уже чувствуете сейчас, где-то в начале лета, все же это первая карта, хотя тут у каждого может быть по-разному. Вы чувствуете, словно благодатное время, мне сейчас чем-то заняться. Может быть, это и вам никто не мешает. И по этим картам это правда. Иногда по аркану повешенный, это мы сами пытаемся как будто рассмотреть жизнь или то, что нас интересует с разных ракурсов. Или найти какую-то альтернативную возможность для того, чтобы решить вопрос. Но вы занимаетесь, по сути дела, вот в таких неспешных энергиях своим будущим. Все то, что может быть, ну или может развиваться, или то, что может служить очень добрым таким семенем, из которого вы вырастите потом буквально денежное дерево. Потому что все-таки по мечам это какая-то задумка, это интеллект. А если мы говорим про жезлы, дела, работы, бизнес, ну и где-то деньги. И самое главное, в себе не сомневаться. Может быть, как раз по аркану повешенный у кого-то из вас и обусловлен, вот как знак судьбы, да, вот эта пауза, она была обусловлена тем, что что-то вас явно не устраивало. И вы могли себя чувствовать словно в плену каких-то собственных предубеждений. А по шестерке мечей мы же должны словно от какого-то безжизненного берега или какой-то выжженной пустыни отплыть. Для чего? Потому что там уже нечего ждать. Там уже все карты проиграны. Там уже все, что мы могли, мы уже как будто сделали. И наша дорога, она полный вперед. Но вот эта карта – это искаженное восприятие. И колода 78 дверей, она очень красочно это иллюстрирует. Как будто идет женщина, и вот тело всегда, открытые участки тела, они говорят о беззащитности. И нам словно холодно. Мы чувствуем себя очень уязвимыми. А почему? А какие-то множество сомнений. И ведь этой девушке кажется, что какая-то субстанция над ней витает. И эта карта говорит: открой глаза. Вот вам избавиться нужно от своих сомнений. И мы ведь не можем их прогнать или заставить себя об этом не думать. А тут вполне какие-то конкретные дела на злобу дня, буквально так, которые, может быть, нас и уводят от ненужных мыслей и какой-то глубокой философии на мелком месте. Но, правда, не сомневайтесь в себе. Тут явно какое-то дело очень выигрышное у вас на кону. И вот это доброе время, или когда у вас пауза летом наступает, знайте, мои дорогие, это как знак судьбы, чтобы вы переключились словно на самого себя или саму себя, на то, что вам интересно. Пусть это будет как мечта или какая-то идея или проект, но взяли паузу как время подумать.
Второй знак судьбы. Еще один старший аркан. Судьбоносное лето, однако, мои дорогие овны, будьте готовы к компромиссу. И самоконтроль. Вот карта самоконтроля. И словно мы меняем собственные настройки. Наши отношения, может быть, к чему-то или к кому-то. Может быть, мы по работе тут какие-то вопросы решаем. И будет очень важно быть дипломатом. Самое главное договориться. Здесь не создать никакой конфронтации. И, может быть, вот из какой-то паузы у кого-то и по части личной жизни нужно тоже выйти, и важный разговор должен состояться. Пусть не в этой колоде, но карта баланса – это аркан умеренности. У нас, посмотрите, словно ангел, у вас два ангела. И когда ангелы изображены на этой колоде, это как помощь высших сил. Потому что не в каждой карте есть изображение либо ангелов, либо хотя бы крыльев. Так вот, знаете, будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Здесь словно пространство Вселенная вам будет давать какие-то подсказки. И если какое-то событие случается, не думайте, что это просто, какая-то нелепость или его величество случай. Да, это может выглядеть как нелепость или какая-то даже путаница, или даже как пауза. Но это все не случайно. И увидеть вот эти подсказки, это будет очень важно. Тут именно во внешнем мире, или, может быть, это будет, может быть, все что угодно. Это как общение с людьми, например, услышанная фраза, но точно так же это может быть, я говорю иногда, что подсказки могут прийти, знаете, если мы желаем это увидеть, мы в причудливых изгибах ветвей можем увидеть руны, к примеру, кто знает руны. Или какие-то интуитивные подсказки, когда мы видим облака, например, да, и они тоже, причудливая форма, нам отдаленно что-то напоминает. И включается вот этот, как высший разум. Не путайте с сознанием. Сознание – это шаблон. И с ним говорит наша душа. Здесь не прогоняйте от себя какую-то мысль, мои дорогие овны. И не думайте, что «О, мне кажется». Скорее всего, вам что-то не кажется, а это будет как знак судьбы. И знак судьбы к изобилию, процветанию, к тому, чтобы сбывались все мечты. Но вот, кстати, может быть, эта пауза совершенно необходима. Почему? А проверить нужно все, чтобы все двери были закрыты, а ключи были в ваших руках. Я так вижу вот соединение этих карт точно. И ваши достижения наперед должны быть как-то просчитаны, продуманы. И стабилизировать какую-то вашу надо обстановку, ситуацию. У кого-то это вопросы непосредственно дома, а у кого-то в вашей семье или просто личной жизни. Но также туз пентаклей, шикарная вообще карта. Это еще и новые способы заработка, возможности заработка, вторичный какой-то доход. Или когда вы вообще что-то по финансам будете тут переигрывать, передумывать. И мы ожидаем летом, да, мы в принципе можем где-то предполагать, начиная с июля, начнут меняться финансовые системы, институты, да, что-то будет пересмотрено, законы начнут меняться. Иногда по тузу пентаклей нам приходится заниматься важными бумагами, документами. У кого-то и так тоже, может быть, в связи с переездом. Но это еще сама по себе возможность. Не упустите. С чем это еще связано? Как это обернется? А вот смотрите. Шестерка кубков. Здесь есть абсолютно точно какое-то взаимодействие с человеком, которого вы уже давно знаете. Может быть, это ваш близкий, может быть, любимый человек. Это может быть и родственник любой, причем далекий. Нам конкретно вот как будто бабушка читает книгу своим внукам, она их учит мудрости жизни. Здесь будьте внимательны к советам, потому что нужный совет какой-то дельный вам могут дать те люди, которые к вам, мои дорогие овны, относятся искренне. Потому что в этой колоде карт, это карта отчасти любящего человека и того, кто за вас переживает, болеет душой. Но, может быть, иногда нам какую-то правду не очень нравится слышать, или с каким-то советом мы не согласны, у нас как будто бунтует все внутри. А тем не менее,
Ну, какие-то эмоции, видимо, нам придется все же сдерживать, потому что на кону что-то дельное и важное, а главное, вам в помощь. А вообще, у кого-то это может проиграться нормализация вопросов по части личной жизни, семьи, когда вы можете проговорить многие темы, которые раньше словно утрамбовали в своей душе, а тут надо наоборот, не шлифовать где-то глубоко в себе, а потом периодически додумывать самому. Нет, тут нужно вынести на поверхность и проговорить вот как раз. Какой еще знак судьбы, как все обернется? Ну вот видите, как нарочно, да, карты так выпадают. Как будто у вас, мои дорогие овны, есть выбор. Первые две карты, вот они такие на позитиве и объясняют, что это за знак судьбы. И здесь как будто альтернативный вариант нам выпадает, да. Тут у нас философия, вот это никому не нужная, которая путаницу в нашу жизнь, в наше сознание приносит. И четверка кубков – это когда ничего не меняется. И вот в этой колоде, на этой карте нам показан человек. И если в колоде принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые, каковы ключи, да, то четверка кубков, посмотрите, дверь открыта, ничто не мешает встать и начать жить. А у нас человек как будто вот в собственном плену. Может быть, своих предубеждений, может быть, и привычек, тут можно по-разному. Но самое главное значение – темная комната. Ничего не происходит. Все события, они вот идут по этому ящику. И он переживает, допустим, те жизни героев, которые ему показывают в фильме, или он переживает жизни тех, которые ему показывают в новостях. А что для себя остается, хочется спросить. Поэтому как минимум выйти из какого-то замкнутого пространства. Может быть, нам карты соединяют вот эти две из старших арканов. И вот эти две нижние карты одна другую дополняет, согласитесь. Если мы неправильно воспринимаем, как я говорила, карты искаженного восприятия, именно что происходит вокруг нас, потому что мы ориентируемся на какой-то свой пережитый опыт со знаком минус, то тогда и в нашей жизни ничто не меняется. А на кону совершенно новые, добрые энергии, которые нужно обязательно впустить в свою жизнь. Вот такие знаки судьбы. Третья карта, что там за знак судьбы? Еще один старший аркан. С ума сойти. Мои дорогие овны, буду благодарна вашим комментариям. Что же тут у вас такое на лето? Я понимаю, вы сразу не можете написать комментарий. Это надо, чтобы время какое-то прошло и события развились. Но даже потом буду благодарна за обратную связь. Так вот, эта карта Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Это карта интуиции, мудрости и терпения. И, наверное, это третья карта, которая дополняет предыдущие две. Мы где-то об этом говорили. Слушайте свою интуицию. Кто знает, может быть, вот как раз предыдущие карты, они и учат вас слышать подсказки собственной души. Здесь нужно свои какие-то приоритеты расставить очень правильно. А здесь нам карта дополнила и сказала о том, что самоконтроль необходим, иначе можем пойти в разнос. И пойти в разнос как минимум можем по двум причинам. Либо нам надоест какое-то ожидание паузы и хочется драйва. Заскучал Овен в уголке. Такое я могу вполне допустить. Или когда мы просто с кем-то не согласны. Потому что, как-то совсем не в той концепции идет дело, вопрос, как мы это себе предполагаем. А вы знаете, мои дорогие овны, доверьтесь судьбе. Ведь не все действительно в нашей жизни программируемо или мы можем сделать быстро. Иногда бывает, какому-то делу нам действительно нужно посвятить определенное время, чтобы мы стали профессионалами. И есть еще иногда и те вопросы, когда конфронтация нам точно не поможет. Ведь, по сути дела, шестерка кубков – это карта сама по себе дипломатии. Я сказала, и любящего человека. А на кону здесь новое качество жизни, если мы смотрим туз пентаклей. И как будто карта добавляет
хоть это и не старший аркан, но она добавляет смысла старшему аркану, баланс именно в этой колоде, что это тебе как по судьбе. Слушайте свою интуицию и будьте мудры. Куда-то не торопитесь. И третий знак судьбы – храните молчание. Счастье и удача любят тишину. Помните, мои дорогие овны. Как это все обернется? Больше карт не достаю. Еще один старший аркан – колесница. Успех, мои дорогие. У кого-то поездка, у кого-то переезд, у кого-то скорый переезд. Потому что карта колесницы – это скорости. А для кого-то скорые перемены, которые по судьбе. Вас словно пространство может какой-то период. И тут ведь это может выражаться в месяцах, у кого-то в днях, у кого-то в неделях. Но, тем не менее, какой-то период подготовки. Или мы говорим, что по судьбе ничто не бывает случайно. Все имеет причину и следствие. И вам будет очень важно рассмотреть все варианты, от чего-то не отказаться. И, мои дорогие, не упустить время. Карта скорости говорит, возможно, тебе придется быстро собраться и куда-то отправиться. Возможно, это будут документы или встреча с чиновником, с юристом, адвокатом, встреча с любимым человеком, может быть, в другой стране. Но настолько разные возможности, а у кого-то по работе. Должность, к примеру, освобождается. И тут тоже нужно время даром не терять и как-то себя проявить. Или, причем проявить так дипломатично, очень красиво, мои дорогие овны, элегантно, одним словом. Может быть, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, но это для вас, как старший аркан, открывает очень далекие перспективы. Все карты вас подводят к какому-то итогу. Мне интересно. Давайте посмотрим третий. Четвертый, точнее, извините, знак судьбы. Карта счастья. Нам здесь конкретно прописано. Семья, любовь, радость. Вот мне нечего добавить. Никаких я дополнительных карт тут не достаю. Я допускаю, конечно. Тут мы все разные. У кого-то вполне вероятно слушание даже в суде. Может быть, прежняя история, которая со знаком минус и никак не может быть продолжена. Но значит, это тоже нужно подвести к какому-то итогу, чтобы быть свободным, чтобы не было путаницы, чтобы можно было построить новую историю любви, более счастливую. И этому тоже нужно уделять внимание. А у кого все хорошо, мои дорогие, так тут еще лучше. Но по этой карте, безусловно, очень много возможностей. Во-первых, эта карта дает и еще какой-то материальный эквивалент. Это, в принципе, благополучие, наша уверенность в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. А если тут какой-то старт начинается, то тогда прекрасное продолжение следует. Да, договариваться придется, может быть, как с близкими, но и с разного рода людьми тоже. Но добрые энергии пытаются вам изменить качество жизни. Вообще карта говорит еще и о том, что может быть как радость от какого-то проекта, который у вас исполняется, и вы видите, какие-то ваши действия были не напрасны. Но у кого-то это будет еще и конкретно. Дела домашние, я имею в виду конкретно стены. Ваше жилище, место вашего пребывания. Вы тоже можете как и улучшать, делать ремонт, или в связи с переездом. И у кого-то переезд далеко, у кого-то поближе. Пятый знак судьбы. Что ж за историю нам рассказывают карты? 16-й старший аркан. И в этой колоде это немножко, обычно мы знаем, как башня. Да, башню тут прорисовали нам, но это называется карта трансформации. Здесь нам может что-то и не нравиться, но как будто менять и себя. И это карта перемен и освобождения. Конкретно карта освобождения. И словно ангел берет человека за руку и выводит загодя из той башни, которая через короткое время будет от удара молнии разрушена. И я вам что хочу сказать, мои дорогие овны. Наверное, вот какие-то события, которые развиваются, да. Вот теперь, если мы все сложим вместе воедино, все знаки, то начинается вроде с паузы, да. И пауза всегда нам предлагает, то есть повешенный, что-то рассмотри как альтернативный вариант.
Не будь безапелляционным. Здесь не все так однозначно. И у тебя на кону именно же будущее. И вот теперь, когда мы до пятой карты дошли, мы с вами видим, что тут могут быть и неожиданности. И по этой карте может быть все что угодно. Как какие-то неожиданности, как вести, новости. Но есть еще и другая неожиданность. Все-таки прообраз этой башни – это у нас тюрьма. Первые карты. Или зона ограничений, период ограничений. А мы где-то предполагаем, мы с вами говорили, как и финансовые системы могут меняться, могут начать меняться законы. И то, что вчера было нельзя или невозможно, будет какой-то подзаконный акт, и у вас будет возможность что-то осуществить. Не случайно ведь тут прописано освобождение именно, понимаете? С другой стороны, это могут быть и еще и такие события, когда вам, правда, нужно действовать как-то очень быстро, чтобы сохранить все то, что вам дорого, любимо. По части как и дома, извините, рабочего проекта, так и дома своих близких. И я такое тоже могу предположить. И начало этому положено, может быть, как какой-то пустяк. Тут вообще нужно быть очень внимательному к любой информации, даже та, которую вы случайно услышите. Посмотрите, здесь ведь нужно успеть, как будто на самом деле, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Песочные часы нам говорят, время идет, а рядом бабочка, эффект бабочки. Вот эту фразу наверняка вы часто слышали. Имеется в виду, что бабочка или взмах крыльев бабочки на одном континенте в конечном итоге преломляет реальность, преломляет в пространство в каком-то совершенно малом, незримом эквиваленте, но это может все равно воздействовать где-то отдаленно или приходить нам как неожиданные события. Поэтому подсказки, у вас сплошные подсказки, старшие арканы. Наверное, это лето 2025 года для вас может быть как и прорывом словно, да, прыжком в будущее. Но какие-то неожиданности, и тут у каждого по-своему, они все-таки в вашей жизни быть могут. Давайте, как все обернется, я, по крайней мере, хочу вот тут прояснить, с чем это связано. Все-таки я больше вижу, что вы не должны, мои дорогие овны, прошляпить какую-то возможность. Это карта изобилия, процветания, это карта того человека, который собой доволен. Это карта денежного достатка. Да, это называют еще иногда картой эгоиста, когда нам очень хочется сделать что-то по-своему. Но кто знает, может быть и придется действительно сохранять все, у кого-то так проиграется и ваши достижения по работе. Поэтому, может быть, нам карта Верховная Жрица и говорит, ты тут не беги впереди паровоза и о своих идеях никому не рассказывай, идею тоже можно украсть. Или можно поставить подножку, если вы для людей как открытая книга. Вот, кстати, будьте внимательны, где-то перекликается. Тут ведь карта у нас успеха и какого-то, знаете, такого реванша к успеху, например, да? Или к популярности. А кто знает, может быть, и завистники находятся. Или те, кто может посчитать, что слишком многовато бонусов. Ну, тут самые разные ситуации. Или внешние какие-то события, когда буквально себя и все то, что вы уже достигли, добились, свои позиции, одним словом, как и по финансам, так и по работе, как и статус, может быть, вполне вероятно, так и все то, что касается личной жизни, вот действительно нужно сохранять. Но у кого-то это может проиграться, как с вынужденным переездом. Но как будто есть что сохранять, самое главное, мои дорогие овны, как это все обернется. Ну, какой-то период, когда вот нам трое показаны на этой карте, они примеряют костюмы. Может быть, и вам придется на себя разные маски примерять. И, может быть, вам придется быть таким великим актером, мои дорогие. А как будто других вариантов не остается. И даже если вы за собой чудес лицедейства никогда не замечали, но значит, это будет сделать необходимо. Нам ведь где-то отчасти карта Верховная Жрица уже говорит о том, что молчание, да, мы сказали, вам помогает.
И здесь нам словно костюмы примеряют. Вспомним, давайте с вами на минутку, что прообраз этой карты, Верховной Жрицы, это мы ее сегодня знаем. А вообще ведь это когда-то была Ля Папесса. Она стояла во главе католической церкви. И, конечно, этот факт я уже сейчас не обсуждаю, потому что много популяризированных, ну, как литературы, есть даже фильмы. Кто-то говорит, нет, этого факта не было, это вымысел. Но, тем не менее, вот как раз карты Таро, это Ля Папесса, мы теперь уже ее знаем как Верховная Жрица. Она скрывала под мужским платьем женское начало. И ей это удавалось. Но, правда, 2,5 года, 2 года 5 месяцев. Но, тем не менее, понимаете, молчание для чего? А потому что о себе нельзя много распространяться. И вот эти самые либо маски, либо какие-то костюмы вам как будто необходимо примерять для того, чтобы себя самого сохранить или свое благополучие, как это все обернется. А ведь посмотрите, правда, трансформация и словно обнуление какое-то. Всегда это возможности. Но себя по шуту надо сохранять дважды. Потому что что-то вам будет нравиться, мои дорогие овны. Это как какое-то вдохновение, воодушевление, да? Но шут на краю пропасти навсегда показан, правда? Но здесь у нас шут волшебный. Обратите внимание, у него ключ. Ключ словно к пространству, ко Вселенной. Считайте это как что-то очень важное в ваших руках. Может быть, это вы сами. Это вы как собственную судьбу держите, собственную возможность. И вам совершенно необходимо, может быть, тут или жизнь меняется, а то и вы сами меняетесь. Или смена взглядов, словно преломление реальности на самом деле. Может быть, когда и себя сохранить нужно, но и перестроить в какой-то новый формат. Время, обстановка этого требует. И после этого, вот как знак судьбы, измени направление, нам говорят. Тут действительно, ну, в принципе, да, тут уже действительно с учетом всех предыдущих карт вы что-то будете передумывать, переигрывать. Самое главное, как знак судьбы, будь искренен и честен с самим собой. И это холодная аналитика. Может быть, это время задавать вопросы. Время, когда что-то изучать, снова, да, нам говорят карты, детализировать какую-то информацию, перепроверять. Вот по этой карте мы всегда перепроверяем, потому что вы столкнетесь с ворохом информационным, а вполне вероятно, вам придется где-то, это как знак судьбы, занимались вы чем-то одним, или переезжать вы собирались в одно место, а здесь вы что-то передумаете. Но я также не исключаю, когда вы и отношение к людям можете изменить также. Причем не обязательно, что думали хорошо, а теперь будем думать плохо. Нет, мои дорогие, искренность или честность, как будто искренность самим собой, да, предполагается по этой карте. Мы ведь можем столкнуться с такой метаморфозой, что прежде мы думали о человеке, ну, не очень хорошо, а в какой-то момент он как раз вам как руку помощи подал. У кого-то и так будет. Поэтому для чего вот нужна осмысленность? Для того, чтобы видеть вещи правильно, такие, какие они есть. Как все обернется. Нам и снова и про деньги, и про ваш успех, и про ваше благополучие. Может быть, это и связано с кем-то из ваших, опять же, близких. По королеве Пентаклей у нас проходит либо супруг, супруга, и мы сейчас не рассматриваем конкретно, раз у нас королева, значит женщина. Хотя у кого-то может быть, но мы говорим просто о близком человеке, именно энергетику карты и вопросы денежные. И дверей закрытых нет, обратите внимание. Все двери перед вами практически открыты. А где-то еще и ангелы помогают для того, чтобы выйти из какой-то, может быть, даже и сложной ситуации, для того, чтобы быть свободным и счастливым, мои дорогие. Поэтому, но и деньги, видимо, не на последнем месте летом для вас, когда финансовому вопросу придется уделять пристальное внимание, буквально считать что-то придется. У вас будут поддержка, у вас будут помощники, но все же эта карта еще и допускает, что у кого-то может быть внезапно, мои дорогие, переезд. Причем переезд
туда, куда вы прежде не собирались. И для кого-то даже придется обустраивать жизнь на новом месте. А для кого-то другого, видимо, лето будет тот период, когда просто порядок в собственной жизни, в собственных мыслях, для того, чтобы стабилизировать обстановку. Вам самим этого захочется. Словно разложить все по местам, по полочкам, свести к нулю всяческую путаницу. И у вас это, безусловно, получится, потому что на кону практически ваше счастье. И денежное удовольствие в том числе. Хотя я должна сказать, тут и по работе нам ведь тоже уже вам, мои дорогие, пророчит успех, поэтому будьте внимательны. У вас неоднозначные, такие очень интересные подсказки, как знаки судьбы. И я повторюсь, я буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.